Всем привет! С вами я, Алла. Сегодня смотрим общий расклад, какую женщину приведет к вам судьба. Давайте возьмем ближайший год. Какую женщину приведет судьба? Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Первый или второй. Итак, первый вариант – королева мечей. И тут прям сразу выпала сама женщина. Королева мечей – это темный цвет волос, темный цвет глаз, высокая, стройная женщина. По гороскопу у кого-то может отыграться это весы, водолеи, близнецы. Так, это из прошлого или это кто-то новый? Так, единички. Расклад общий, поэтому в этом раскладе я могу вам сразу считать два варианта. Для кого-то это королева мечей из вашего прошлого, ваша бывшая. А для кого-то королева мечей, вы с ней не были в отношениях, но вы ее знаете. Поэтому я разберу и так, и так. Значит, давайте начнем с тех, кто знает эту женщину, но вы с ней не были в отношениях. Речь идет о том, что вы с этой женщиной знакомы. С этой женщиной у вас уже были какие-то касания, но это больше либо по работе, либо это какая-то ваша просто знакомая. Отношений с ней как женщиной у вас не было. Речь о том, что это, знаете, вот как ты с кем-то знакомишься, например, по работе, и ты понимаешь, что тебе этот человек, он симпатичен. Ну, вот пример. Вы устроились на какую-то работу, туда пришла какая-то сотрудница, вы понимаете, что она вам симпатична, но что-то происходит. Либо компанию расформировали и всех распустили, либо она уволилась, либо вы ушли. И вроде бы как судьба вас свела, и вроде бы как она вам очень понравилась, но так сложились обстоятельства, что вы расстались, еще даже не вступив в отношения. Такое ощущение из расклада, что вы могли, например, там обменяться номерами телефонов, что даже несмотря на то, что вы потом уже не общались, может быть, вы там на праздники друг друга поздравляли или что-то спрашивали по работе друг у друга. Ну, то есть какие-то касания здесь были. Но здесь такое, знаете, типа переписка, какие-то вопросы друг другу, может быть, по работе. Может быть, тут кто-то кому-то клиент. Да, ребят, здесь может быть такое, что, например, вы ее клиент. И по специфике, скажем, ее профессии вы могли к ней обращаться, задавать какие-то вопросы, но не более того. И здесь про то, что она как-то вам особо не показывала, что вот она готова, открыта к этим отношениям. А вы как-то, может быть, то ли стеснялись, то ли как-то вот, ну, не буду активничать тоже. На сейчас расклад говорит о том, что эту женщину Вселенная может вам как бы опять вернуть.
Так как расклад общий, то у всех будет отыгрываться разная ситуация. У кого-то вы случайно где-то столкнетесь в городе. У кого-то эта женщина может выйти на связь, написать вам: «Привет, как дела? Там подскажи то-то, то-то, давай встретимся, попьем кофе». У кого-то колесо фортуны может, знаете как, отыграться, что вы придете на одну и ту же работу и устроитесь на одной и той же работе. И скажете: «О, вот это, конечно, да, как такое вообще может быть?» А вот так. То есть сколько вас тут тысяч людей, вот у каждого из вас вот эта ситуация может отыграться по-своему. Суть здесь в том, что вот по-разному, но судьба вам эту женщину вернет. Для чего она вам ее вернет? Судьба вам вернет ее потому, что в этих отношениях вам нужно было проявиться. А вы не проявились, вы не включились вовремя. И у вас даже как вот этот роман, он остался такой, знаете, незакрытый гештальт. Его даже романом нельзя назвать, потому что он не реализовался даже как роман. А мог бы. Поэтому вот кто себя узнал, будьте внимательны, когда эта женщина в вашей жизни как-то проявится, или, может быть, вы почувствуете импульс к ней проявиться. Если же у кого-то все-таки вариант, что это ваша бывшая, тогда суть здесь похожа будет. Здесь про то, что вы могли расстаться по-глупому, по глупости, может быть, по юности, по глупости, еще там из-за чего-то, да. Но сейчас, вот уже спустя много лет, и у вас, и у нее могли произойти внутренние трансформации. Когда ты совершенно по-другому уже смотришь на те ошибки, которые тобой были допущены. И если вы со своей бывшей, например, у вас есть дети, либо вас что-то до сих пор связывает, и вы хоть как-то общались, то очень большая вероятность вот эти отношения сейчас вернуть. Потому что у женщины произошел переворот в сознании. Здесь человек осознал и сделал выводы, что вот то, из-за чего вы расстались, на самом деле это была, как знаете, какая-то юношеская прихоть, инфантилизм, глупость, как угодно это называйте. Женщина здесь осознала, что у этих отношений есть очень большой ресурс. Но все погубила то ли истерика, то ли какая-то импульсивность, то ли какая-то вспыльчивость, агрессивность. И вот эта вот королева мечей, на самом деле, она переосмыслила ваши отношения, переосмыслила, в принципе, то, что было между вами. И человек здесь готов идти в новое. Здесь уж, ребят, вопрос за мужчиной, насколько он тоже готов идти за ней. Вот таким вот получился первый общий вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что это был общий расклад. Если вам нужна профессиональная консультация астролога, таролога или психолога, пишите мне по номеру телефона, который указан на экране. Так, дальше. Двоечки. Восьмерка чаш. Какую женщину к вам ведет судьба?
Нереализованная страсть. Ну, тут любовница, ребят. Здесь либо это была любовница, когда вы были женаты, либо это женщина, у которой был мужчина на тот момент, когда вы были с ней в отношениях. То есть тут любовный треугольник. Так. У многих может отыграться, что вы этой женщине помогали финансово. Может быть, вы устроили на работу, либо там поделились каким-то контактом, и этот человек устроил ее на работу. Может быть, вы ей как-то помогали финансово. Либо даже какое-то время она от вас финансово зависела. В общем, как-то вы про эту женщину заботились. И заботились так хорошо, заботились. То есть она была действительно как это называется, за пазухой. На сейчас здесь про то, что либо мужчина освободился, то есть он сейчас свободен, и женщина об этом узнала и поэтому активировалась. Либо, ребят, здесь про то, что это ее было решение уйти из этих отношений, не мужчины. Женщина здесь могла психануть, уйти. Да, здесь нет большой любви на самом деле к мужчине, но здесь была достаточно сильная привязанность к вам, к мужчине. Здесь женщине с вами на самом деле было очень легко, беззаботно. Здесь мужчина, видимо, заботился про эту женщину, потому что она здесь чувствовала себя и любимой, и то, что они заботятся финансово. Даже если вы финансово не заботились, что-то вы для нее тут делали. Для нее это было важно. Может быть, ремонт сделали. Может быть, лечили кого-то с ее родственников, ее детей, например, может быть, как-то лечили, либо как-то помогали ее детям. Однозначно, со стороны мужчины здесь была помощь. И для женщины это показатель любви, показатель заботы. Расклад про то, что после вот этих отношений у женщины такого заботливого мужчины больше не было. И для нее вот то, как себя вел мужчина, это показатель того, вот, что такое любовь, что такое забота. И тут не важно, кто тут был занят. Она была занята или вы тут были заняты в этих отношениях. Карты не говорят о том, что она, знаете, там жалела о том, что она ушла из отношений. На то время, вот когда вы расстались, она считала, что это правильное решение, и это было единственно правильное решение для нее. На сейчас что-то поменялось в пространстве, то есть кто-то из вас стал, видимо, свободен. Знаете, как появилась какая-то лазейка, когда можно сейчас вот что-то по-другому в этих отношениях переиграть. Так, а чего ты хочешь? Возрождение. Возрождение, но тут очень много всяких страхов, что вы уже не любите, что она вам уже не нужна. Да, что вы вообще ее уже забыли полностью. Что у вас тут уже другая женщина. Или если вы были женаты, то что вы полностью в семье, и вам она уже не нужна. А зачем ты хочешь вернуться?
Ребят, знаете, сколько людей, столько и разных представлений о том, что такое любовь. Потому что поставь 10 человек в шеренгу, спроси у каждого, что такое любовь, и поверьте, все 10 человек скажут абсолютно по-разному, что такое любовь. Почему так? Потому что у всех свое представление о любви. К чему я это? К тому, что карты говорят, что вот если объективно смотреть, да, то это сложно назвать любовью. Но если смотреть субъективно с точки зрения женщины, то ей кажется, что это была любовь. Ей кажется, что это были единственные отношения, в которых действительно она была нужна, в которых действительно они заботились. Но здесь либо она была замужем, либо вы тут были с другой женщиной. И она понимала, что вот эта троица, она ни к чему хорошему не приведет. То есть если бы вы тут были оба свободны, то здесь самый такой активный вариант, что она бы хотела этих отношений. Она бы не ушла отсюда. Да, тут женщина такая, знаете, королева чаш. Сегодня одно, завтра второе, то хочу, то не хочу. Здесь женщина такая сомневающаяся, постоянно как бы вот сама не знаю, чего хочу. Но при этом достаточно вспыльчивая и очень такая, знаете, с одной стороны вроде такая вся добрая, мягкая, нежная, а с другой стороны тут вот прям такая немножко истеричная, резкая. Ну, такая вот, очень резко может рубить отношения. Здесь женщина хочет вас вернуть. Ей кажется, что у этих отношений тут есть еще какие-то варианты развития. Так что вот так. У кого резонируют со мной расклады, то, в принципе, здесь женщина может сама выйти на связь. Но напоминаю, что этот расклад общий, поэтому он не обязан резонировать с каждым. Если вам нужна профессиональная помощь, обращайтесь ко мне за профессиональной консультацией астролога, таролога или психолога. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому расклад понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Пока.